кино. Нравится? Прекрасно. Прекрасно? Прекрасно. Ой, я очень рада, что вам понравилось. Это наш первый совместный выход в свет. Но не последний. Но не последний. У нас куча планов впереди. Мы еще много вкусностей. Да, мы только-только начали. Вот, так что вот такой вот контент легкий. Да, аперитив. Разогреваемся перед новыми свершениями. Контент легкий, как эти закуски. И как это вино. Пьем сегодня португальское. Вино Верде. Да, оно очень приятненькое, с газиками. Шипучка такая. С павлином. С павлином. Павао. Паван, наверное. Ну, в общем, интересно, как правильно читается. Друзья, пишите в комментариях. А то у нас тут уже разные версии рождаются. Да, хотелось бы правильный ответ услышать. Просто слышала, что там вот когда над буквой такая штука, а на конце гласное, то оно читается как Паван. Ну вот есть город, пишется он Портимао, да. Но над А или над О? Над О. Над О там такая тильда. Тильда, да. И он читается как Портиман. Скажи, мы тут меряемся, значит, не этим, а этим. Вот статусами дуалинга. Зацените. 48 недель в ударном режиме. Это вам не купили. Сколько у тебя? Андрей, покажи свой больше статус. Года. 367 дней. Офигеть. Чтобы вот рядом. Офигеть. Испанский и японский. Не, ну, Андрей, может, не будем показывать? Может, мы это вырежем? Чик-чик. Чик-чик в смысле? А у тебя нет нового уровня? Нет, то есть я до конца прошел. Обалдеть. Он теперь спец. А мы все это... В разделе статистика. Капкейк учимся. Сравнить? Смотри. Так, нам покажите. Меряются достижениями. 209, 367. А вот эти цифры что Ну, это значит? там очки. 250 тысяч у меня, а тут 20 тысяч. Чуть-чуть Мужики меряются. Совсем чуть-чуть. Это лучший комментарий за сегодня. Мужики меряются. Время дуалинго. Так, ребят, надо выпить, а то сейчас сова постучится к вам в экран. Она же правда хватит. Я боюсь эту сову, она ведь реально постучится. Она знает, где мы живем, и знает, где мы находимся. Она вычислит нас по IP. Какой шикарный, просто бомбический вид на город. Я в полном восторге от этой шикарной панорамы, от этого города. Посмотрите, какие цвета. Нет, вы просто посмотрите на эти цвета. Это что-то невероятное. И вот уже вечер, все люди едут с работы, пробки. Движ такой, знаете, городская суета, городской движ. Вот это красивое здание Министерства иностранных дел. Конечно же, рядышком у нас здесь площадь Республики. А посмотрите, как красиво переливается колесо обозрения. Там целующиеся дома. Как здорово. Невероятный вид, просто шикарный. Я когда смотрю на панораму Еревана, я понимаю, что, знаете, жизнь стоит того, чтобы это увидеть. Потому что это эклектика,
она завораживает. Особенно при таком красивом, потрясающем закате. Сегодня очень хорошо видны горы весь день. Это просто потрясает. Просто потрясает. Главное, когда я выбирала Армению, думала, ну у нас так не напряжно все будет, на расслабоне, будем гулять, ходить по горам. В итоге каждый день мы несемся на какую-то экскурсию, посещаем кучу новых мест, ну потому что по-другому вот на расслабоне мы тупо не умеем. А самые яркие впечатления будут в телеграм-канале «Путешествия гедонистов». Так что подписывайтесь на ребят, у них всегда очень интересно, вкусно, сочно, смачно. И об Армении тоже будет Об Армении будет или несколько постов. Несколько постов, целая серия постов, я бы даже сказала, вместе с видюшками, но после того, как я закончу серию постов про Японию. А пока что, да, у нас там серия постов про Японию. Ребята, очень интересно, заходите, да. А мы будем ждать про Армению, да. Смотри, Амадеус. Да. Это мой ник. Вот, смотрите. Ник где? Да. Там Амадеус Здесь Армении. мой ник Амадеус. Да. А почему Амадеус? Долгая история. Мы это когда-нибудь узнаем с подписчиками, с моими. Да, переводится как любимец Бога. Хотя можно по этому нику где-то найти в каких-то соцсетях, может быть. Нет? Ну, в ЖЖ была. В ЖЖ? Амадеус. Ну, в ЖЖ уже отжила, да, ЖЖ. На роллеру, который тоже, в общем, уже... Ну, на каких-то там еще форумах. Так, ребят, смотрите, мы спускаемся, но мы не заканчиваем наш сладкий вечер. Мы сейчас еще пойдем куда-нибудь погуляем. Б1, да. Б1 максимум. Мы сейчас пойдем в сторону Holiday Inn и, может быть, там где-нибудь рядышком присядем по бокальчику. Или в самом Holiday Inn. Да, чтобы ребятам завтра у них длинная экскурсия, недалеко было. А еще не надо. Все выбрали, да? Да, ну мы одну бутылку просека возьмем, всех, да. У нас тут выбор короткий, да. У ребят тоже выбор был короткий. Вот мы сидим теперь вот в таком месте. Сирелис. Нет, это не Сирелис, это Зайтуна. Зайтуна, да. Какая-то туна. Какая-то туна, да. Inside there is olives or olive oil. That's why we stay tuna. Oh, so interesting. Thank you. Thank you. Thank you. Now we know that aceitunas came from Arabic. Yes. Yes. And the kitchen is Middle East. Middle East. Yeah. Baba Ganoush, hummus. Еще раз. Так, Аня пробует гранатовое вино. Чем славится Армения, это гранатовым вином. Я хочу зафиксировать реакцию. Комар. Это комар. 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 Да, это комар. Так, пробуем. Ну, аромат граната, как будто вот свежие разделали, открыли вот его и иди кушай. А на вкус как гранатовый сок, но с легкой горчинкой, потому что это алкогольный. Тебе понравилось? Да. Скажи честно, да? Да, мне Да? очень понравилось. Все, Паш, попрощайся со своей бутылочкой.
друзья. Опережают нас, опережают. Уже сейчас зайдут в половник. А мы тут их караулим, подсматриваем за ними. Ресторан в самом центре находится, рядом с площадью Республики. Сейчас пойдем посмотрим, попробуем. Мне кажется, мужчинам сложнее выбрать вино, чем женщинам. Целая дилемма. У меня была дилемма с едой, но не с напитками. Мужчины быстренько решили, что будут кушать. Андрей Семельев. Да, но вот с напитками обстановка сложнее. Ладно, мальчики, пока вы там общаетесь, я поснимаю красоту. Я вижу, как женщины выпекают хлеб, лаваш. Вижу, как люди отдыхают. И вам показываю чуть-чуть атмосферу. Ребят, не знаю, в чем у вас там сложности, трудности. Вам помочь? Я же не знаю, я просто название. А Аня сегодня сказала, что они почти все, если не все, увидели в Армении за эти дни. Дождь, снег, солнце, Арарат. Поднимались высоко в горы, да? Да. Далеко. А вчера ездили в монастырь Татев. Татев. В южный регион, где горы настолько высоченные, что дух захватывает. Стандартный. Вот ребята делятся впечатлениями. 3 дня ездили по разным экскурсиям. Вообще такие молодцы. Мы тут год живем и такого количества достопримечательностей не видели. Тоже по вашим следам. Сейчас поедем, посмотрим сами своими глазами. Ну, компания, с которой мы ездили, ты ее знаешь? Да. И вот те экскурсии, на которых мы были, тоже могу рекомендовать. Царь. Откуда ты знаешь, что это царь? Ну, у него корона есть. Так там и сар, ну как бы. А, А я не вижу. а я даже не догадалась. Сар. Видишь, царь, это значит царь. Не, я не знаю, Не, и борода у него ухоженная. Явно Профиль. не бедный человек. Профиль царский. Орлиный. благородный. Да. Опытные дегустаторы. Нормально. Одобряешь? Такое.
картошку? Нет. Вкусно. Думала, соль нужна, но соль не нужна. Все очень хорошо. Как надо сделано. Прожарка такая прям отличная. Просто интересно, какая картошка вкуснее. Есть разница между вот этой? Да. Это больше соленая. То есть она вся, а здесь... Мне больше вот это понравилось. Запеченное. То есть здесь каждый кусочек посоленный. Да, Да. Да. Это арбузик. Во льду. Похоже на арбуз. Нет, лед внутри цитрусовый. Цитрус. Да. Это еще не все. Это тоник. Класс. Спасибо большое. Если грейпфрут, то можно добавить. Хорошо, спасибо. Первое правило инвестирования. Надо ввести бюджет. Английский очень точен. Вот там есть слово vibe. На русский можно перевести как атмосфера. Но все-таки это не будем на 100% точно описывать это слово. Vibe это что-то такое еле уловимое в воздухе, в запахе, в звуках. Это какая-то вот такая общая атмосфера места, которую ни с чем не перепутаешь. И вот здесь вайб, он такой добрый, позитивный, европейский. Причем европейский в том понимании, вот как мы себе представляем Европу, где все тебе улыбаются, все тебе рады, все гостеприимные, тебя вкусно накормят, напоят, ты будешь чувствовать себя в безопасности и просто тебе ништяк. Дает такое пирожное. Нам принесли пирожное гигантское и кофе. Вот подача кофе абсолютно гениально. Пирожное больше кофе. Обрати внимание вот на размер. Кстати, да. Кофе, Просто пирожное. заметить. Я бы сказала, что это пирожное больше Пашиной головы. Вот смотрите, вот пирожное, вот Паша. Пирожное, Паша. Пирожное, Паша. Ребята сегодня что-то какие-то грустные. Заходили в заведение веселое, а сейчас, видишь, погрустнели. Ань, в чем дело? И смотрят в одну точку. Да вообще, я даже знаю в какую. В одну большую Сейчас раскроем секрет. жирную точку. Итак, мы показываем вам жирную точку. Готовьтесь. Она фисташковая.
сомневались, не знали, попадем в лаваш или не попадем. Нам очень повезло. Да еще и столик такой хороший нам дали. Можем отдохнуть спокойно. Спасибо. Такой здесь интерьер. Мы здесь уже были, но в таком зале еще не сидели. Побывать в Армении, не попробовать Женгалов Хац или Талму – это преступление. Поэтому сегодня, в последний вечер, ребята отрываются, да, по максимуму. Пошли по армянской прям кухне, конкретно. Молодцы. На завод съездили, Арарат. Сегодня мы, кстати, пробуем вино, которое до этого не пробовали. Мы с Андреем взяли, нам посоветовали Тори. Мы хотели саргун взять, как обычно, потому что мы любим саргун. Но вот удивительно, есть такая вот альтернатива хорошая. Спасибо нашему официанту, который посоветовал вино. Я обычно тяжело к новому привыкаю. Так, ребят, сосредоточьтесь, пожалуйста. Андрюш. А, все. Это не нам было. Я думала, что нам уже приготовили. Паша сейчас правильное замечание сказал, что у нас 4 человека, у нас тут пир на весь мир. Как будто мы, не знаю, откуда приехали. Как будто неделю ничего не ели и решили оторваться. На самом деле у нас всего по чуть-чуть, если так посмотреть объективно. И мы, да, это все делим между всеми, поэтому нормально. Нам принесли талму. Вот, а главное, сейчас там рисов, не так много. Там есть внутренний по Сахалину. Наде тогда талма не досталась, а нам досталась. Очень вкусная. Видимо, действительно, да, снова надо приехать, потому что, видимо, действительно в тот день звезды сложились как-то не так. На самом деле, здесь действительно бывают и хорошие дни, когда и блюда все есть, и очень вежливое обслуживание. Такое очень доброе, хорошее. Интересное наблюдение в Армении. Вот в Армении, когда ты заказываешь пирожные по меню, то что тебе по факту приносят, оно гораздо больше, чем на картинке. А в Москве оно меньше, чем на картинке. Вот он, Андрей сидит, Паша. Какие маленькие люди. И какое огромное пирожное. Ну, понятное дело, от него отрезают куски, но куски отрезают большие. Это пирожное остается таким же высоким. Вот там за соседним столом девушки сидят. У них положили они это пирожное. И оно гигантское. Я не представляю, как его можно съесть. Солнце светит, вокруг красота. Аня делится впечатлениями о поездке в Армению. Да, мы завтра рано утром сразу впечатлили поездки экскурсионные. Ну, то есть мы сегодня в ночь в 2:45 вылет. Вот, поэтому может, с нами полетишь? Не звоните, мы будем спать. Я должен здесь за туристами смотреть. Хорошо. Чтобы не разбежались. Ну, когда мы ехали по Араратской равнине, мы видели огромное количество аистов. Чуть ли не на каждом столбе по гнезду аиста. И там парочка стоит и ухаживает за своими птенцами. На домах, на крышах тоже видели аистов с гнездами. Но самое, что меня впечатлило, прямо перед нашим автобусом пролетел аист, а он огромный, у него размах крыльев, ну, я не знаю, 2 метра, наверное. Ну, он здоровый, он реально здоровый. Вот такое вот пролетело перед автобусом и улетело в сторону Арарата. То есть я смотрела, как этот аист, расправив крылья, летит в сторону Арарата. Арарат там со своими снежными шапками, в лучах солнца, и этот аист, который к нему приближается, вот это красиво.
Грустно, конечно, ребят, что вы уже уезжаете, что это наш последний вечер в Ереване. Так мы вместе с тобой уезжаем. Я знаю, но я-то приеду, а вас-то уже здесь не будет. Вот оно в чем дело. Вот, сидим, пьем фрунзика. Понравился фрунзик, и ребятам это наше любимое вино. Розе, мягкое. Бастурма, суджук, немножечко хамончика, испанского сырка, жангала пхяц, классика корейской кухни. Ким. Вы молодцы, что приехали и получили удовольствие. А мы еще приедем. Обязательно приезжайте, мы всегда рады. Парк влюбленных-то ждет. Да. Ну, да. И южный регион ждет. Да. И шелундосы ждут. И птицы ждут. Бёрдвотчинг. Нам тут уже рассказали все. Да. Вы прям молодцы, супер, за вас. Уи! Зачекинились, прошли все досмотры, и вот мы в бизнес-зале аэропорта Зварноц, города Ереван. Лиля, так, а ты уже наливаешь нам? Я уже налила. Ничего.